Всем доброе утро. Итак, как и обещала, я сегодня продолжаю еще один прямой эфир у нас с вами. И хочу сейчас обсудить печать разрушения, который может быть у многих людей. Может быть, кто-то уже освободился как раз от этой печати разрушения, но в любом случае. Добрый день. Дорогие друзья, я уже говорила о разновидности порч. Я вообще много чего рассказала о порчах, как это, что это такое и прочее. Не будем к этому возвращаться каждый раз. Единственное, что я говорю, что я не до конца просто говорю все симптомы порч по самой простой причине. Меня и так копируют очень многие, понимаете? Копируют мои выражения, копирует, немножко по-другому переделывают мои темы. Недавно наткнулась, мне показывают тема, как, когда в древние времена не было фотографий, что делали ведьмы. Ну, слезали у меня полностью мою тему, немножко переделали, какую-то визуализацию прилепили туда. Ну, понимаете, воровство, воровки, потому что сами абсолютное ничтожество. Иногда смотришь на таких людей, жалко становится, просто жалко, как ущербных существ. Насколько ты понимаешь, что это абсолютные не личности в этом мире, и норовят у тебя своровать, свистнуть, тебя же еще и обвинят в чем-нибудь, понимаете? И поэтому не хочется, чтобы это тоже у меня свистнули. Я говорю, самое мерзкое на этой земле, это когда берут твое, просто присваивают и тебя же облаивают. Вместо того, чтобы в душе быть благодарны, что этот человек дает то, что ты можешь хотя бы украсть. Таких никак не нужно наказывать, таких жизнь накажет, потому что они присваивают себе чужое, желая на этом прославиться, заработать денег. Они ничего не заработают, кроме позора. Но если только так пару копеек им кидает жизнь, знаете, для них это великое дело, поэтому даже это для них нормально. Поэтому я не хочу особо распространяться по поводу того, какие бывают симптомы у порченных людей, какая порча и какие симптомы преследуют, потому что просто своруют, а потом будут вам просто эти симптомы рассказывать, понимаете? И, может быть, из 10 один совпадет. Вот. И они будут таким образом вами, как вам сказать, никак нету способа защитить себя. Чем больше ты становишься известным человеком, тем больше риск того, что будут и обливать тебя помоями, и будут у тебя воровать, и будут присваивать, и будут тявкать на тебя. Никак не защититься невозможно. Это есть плата за славу, за достаток, это есть плата за известность. Поэтому тут ничего не сделаешь уже. Единственное, что просто высмеивать можно таких клоунов, и все. Неужели? А я слышала с ее стороны облаивание меня. Даже странно, что такое может быть. Прямо удивили меня, честно говоря. Аж удивили. Я слышала совершенно иные вещи, гадости, написанные в мой адрес. Оскорбительной форме. Опять же, затрагивание моего глаза, как это делают все несчастные, все больные, бедные личности. Не знаю, я не смотрела это, честно говоря. Я не смотрю этих людей. Мне просто иногда скидывают, мне смешно, и я иду дальше. Думаю, ну а что тут уже говорить? Все. Тут уже говорить не о чем. Понимаете? Тут уже не о чем разговаривать. Я этих людей не трогаю абсолютно. Потом я просто с досадой узнаю гадости о себе от людей, которых я вообще даже не знакома, даже знать не знаю их. И в какой-то момент мне говорят, вы знаете, о вас вот там такая женщина сказала вот это. А я эту женщину знать не знаю. Но женщина про меня гадости сказала. Ну неужели? Странно очень, что она такое сказала. Очень хорошо. Давайте пойдемте далее. Я сейчас говорю совсем о другом. Дорогие друзья, поскольку не хочется, чтобы
потом копировали, да. Поэтому я не буду симптоматику порчи особо сейчас углубляться с вами. Но хочу сказать вам следующее. Дело в том, что есть люди с печатью разрушения. Это еще называется черная метка. И вот откуда появляется печать разрушения? Для начала давайте я вам скажу, какие симптомы сопровождают печать разрушения. Печать разрушения – это когда человек, что бы ни делал в этой жизни, он все время сталкивается со стеной. У него ничего никуда не продвигается. Вот есть несколько сейчас разных, разделим с вами, печати разрушения, несколько различного типа. Вот один тип печати разрушения такой, что человек, что бы ни делал в своей жизни, у него ничего никуда не двигается. Абсолютно. Он создает семью, он строит дом, он мечтает там жить. Через некоторое время что-то случается, то ли этот дом горит, то ли они попадают в какую-то кредитную, может быть, историю, что-то там случается, вот делает муж тайком, да, потом она становится перед фактом, и приходится этот дом продавать, опять они по квартирам, опять они туда-сюда. У них выхода нет, они не знают, как себя вести, куда идти, как сделать. Все разрушилось. Человек остался опять у разбитого корыта. Он опять начинает что-то делать. То землю покупает, начинает строить. Начал строить, уже практически дом готов, можно жить. Все, там на этой местности появляется какой-то олигарх, все закупает, в общем, начинает их запугивать, не дают жить, не дают переезжать, они в воздухе висят, не знают туда пойти, сюда идти, как себя вести, что делать. В общем, вот висят вот так вот в воздухе. Все, тормознулось, все опять тормознулось. Люди или продают подешевле, лишь бы от них отстали, лишь бы... Опять и начинается с нуля. Это одна из разновидностей, то есть один момент печати разрушения, когда человек, стоит ему чего-то достигнуть, его просто спускают вниз, он начинает опять с нуля ползать. Второй момент печати разрушения – это здоровье. С малых лет здоровье подводит. Лечат одно, начинается другое. Лечат другое, врачи не понимают, то хроническая усталость, то еще что-нибудь, то это, то. Уже с ума сходит человек, 20 лет, 30 лет лечится без конца и края по всем бабушкам, целителям. Не проходит, разрушается его здоровье, не дают ему жить. Третий момент печати разрушения – это отношения с людьми. Подруга предала. Вот они дружили, она ей помогала это, то она взяла, вот подвела ее там, ну, как угодно. Например, взяла на ее имя кредит, не отдает, еще что-нибудь. Муж ни с того ни с сего взял, развернулся, ушел к другой женщине, все продает, все делит, все разрушается. Вместе создали, все осталось, женщина просто в воздухе. Это может касаться и мужчин. Я просто сейчас говорю как бы на, как вам сказать, на примере женщин, да? Это вот не сходится, не получается жизнь с людьми, не ладится. То есть печати разрушения в жизни человека различные. Итог один. Он никуда не может двигаться. Он не может создать свою жизнь. У него ничего не выходит, не получается. Диагностику делают врачи, а я провожу консультацию. Что это такое? Откуда это приходит? Бывает, что все сразу происходит, и такое есть. Бывает, что очень долго, даже очень сильные мастера пытаются, снимают, а все равно срок свой пока не выйдет, он не дает вам житья. Откуда это приходит? Как правило, печати разрушения идут еще до рождения человека. То есть он с этой черной меткой рождается. И почему так происходит? Вы знаете, порчи делятся на различные типы, скажем так, разновидности есть порчи. Об этом я уже снимала, говорила, сейчас я не буду об этом опять говорить. Но дело не в разновидностях. Дело в том, что черная метка или печать разрушения, здравствуйте, Тима, может быть по различным причинам. То есть, например,
Мать проклинали. Здравствуй, Сурен. Мать не хотели принимать новой семье. Пытались по-всякому ее извести оттуда, то всякое там наводили, делали и так далее, и так далее. Она ждала ребенка. И все это перешло на ее ребенка. Ребенок рождается с этой меткой, печатью разрушения жизни. Все. До ее рождения отталкивают, выталкивают ее, ненавидят, не хотят, проклинают то тело, в котором он живет, в котором он растет и должен родиться. И человек рождается ненужный в этом мире, изгой. С печатью разрушения его всю жизнь идет наперекосяк. Это одна причина. То есть я хочу вам сказать, что просто взять человеку, сказать, вот у тебя печать разрушения и все, да, это не пойдет. Нужно объяснить человеку, чтобы это действительно совпало с реальностью его жизни. Это одна из причин. То есть я хочу вам сказать, что печать разрушения – это следствие того, что изначально делается человеку. Второй момент. Материнское проклятие, тоже печать разрушения. Материнское проклятие, я вам уже объясняла, как закрывает все дороги жизни. Но в то же самое время создает еще и печать разрушения, метка черная. То есть мать носила ребенка, то ли не впопад забеременела, то ли не хотела, то ли не вовремя это было. Ну, в общем, она не хотела этого ребенка, вот отталкивала его от себя. Даже если потом она всеми силами будет пытаться искупить эту вину, все равно ребенок родился с этой печатью разрушения. У него жизнь будет разрушаться. С разных сторон, смотря как. Или здоровье, или жизнь, или работа, или финансы. По-разному. Третий момент печати разрушения. Род. Когда в роду кто-то раз 30 лет, раз 50 лет и так далее расплачивается за весь род. И он рождается с черной меткой, печатью разрушения всего рода. Род начинает его отталкивать. Вот он как проклятие, его дома не любят, его могут назвать изгоем, там, урод в семье и так далее, и так далее. Это что за идиотизм? Армяне в исламе? Армян в исламе нет. Больше такую тупость не пишите сюда и пошли вон отсюда. Вот такой печати разрушения, я не знаю, что это за армяне в исламе, это какую-то тупость вообще, кто-то специально это создал. Больше сюда не заходи, не позорься. Так вот, дорогие друзья, вот эти разновидности, эти различные, скажем так, какое крещение все сотрет, о чем эта тупость? Крещение, какая новая жизнь, с кем начнется? Слушай, придурок с этим, пошел вон из моего форума. Так вот, что делать с этим, дорогие друзья? С этим жить возможно, да. Но сколько? Столько, сколько возможно, сколько могут выдержать нервы, сколько может выдержать, скажем так, здоровье человека, да? Сколько он протянет, сколько может человек, например, жить без счастья, без денег, без нормальной стабильной работы. Сколько может человек жить без веры в будущее, да? Сколько может человек жить без каких-то перспектив на будущее? Сколько он проживет? Ну, если он... Какая кармическая жизнь? Что за хрень вы несете? Надоело вот это кармическое, эту хренотень читать уже. Придумали на свою голову задницы всякую там дребедень, ходят тут, вещают, надоели. Какая кармическая? О чем вы вообще? Какая карма? О чем вы? Что такое карма? Нету кармы, перерождения, не существует. Идите уже к чертям собачьим. Эту восточную философию несите куда-нибудь в другое место. Душа один раз рождается. Надоели уже. Просто читать эту хренотень не могу просто. Уже выводят, ей-богу.
Ты тут говоришь, что свои профессора притащились. Кармические, кармические. Я тебе сейчас дам рецепт продать квартиру. Дам сейчас. Фу, блин. Ну, надоело, правда. Сколько тупоголовых личностей тут влезут. Дорогие друзья, пока у человека черная метка, у человека ничего никуда не будет двигаться. Невозможно, чтобы человек с черной меткой мог поменять свою жизнь, чтобы человек с черной меткой мог сопротивляться этому всему. Человек может быть очень самодоволен, самоуверен и думает, что он сможет это все пережить, перенести. Что такое черная метка и что такое, скажем, печать разрушения? Когда человек, ну, например, да, если человек не нужен в этом мире, если человек рождается изначально ненужный в этом мире, как изгой, то вот эти посылы, это ненависть к нерожденному еще ребенку. Ну, например, мать говорит: вот если бы ты не родилась, я бы ушла от твоего отца, я бы из-за тебя, вот я не могу, я не могу там из-за тебя устроить свою личную жизнь. Здравствуйте, Стелла. Ты виноват и так далее. То есть посылы в сторону своего ребенка, постоянные проклятия, да, образуют некую субстанцию, некую силу. Эта сила призывает демонические силы к этому человеку, которого проклинает все время. Печать разрушения всегда до рождения человека уже прилепляется к нему. То есть это либо род, идет по роду, это либо мать, проклятие матери, это либо, скажем, я уже говорила, да, либо не любят именно мать и не хотят ее принимать в семье, и проклинают именно эту женщину, и она несчастна, ее дети несчастны. Вот эта печать разрушения и на ее детях, и на ней тоже. И она ничего хорошего не видит, и рожденные от нее дети ничего хорошего не видят в жизни. То есть хочу сказать, что это обязательно до рождения рождается. То есть это не та порча, которую человек приобретает за жизнь. Например, там сделали, наслали, крадник сделали, не знаю, прокляли, что-то там подклад сделали, насмех. Нет, это обязательно до рождения приходит. Это именно до рождения у человека метка разрушения. Он уже рождается в этот мир как донор для вампиров. Этот человек будет работать день и ночь. Деньги к нему не будут приходить, деньги будут служить другим. Этот человек будет делать все работы, все дела, но начальство будет хвалить других. Этого человека даже не будут замечать, он есть или нет. Этот человек будет ухаживать за свекровью, за мужем, за всем на свете. Никто спасибо не скажет. Муж может спокойно оставить ее, кинуть абсолютно голодную, без куска хлеба, отвернуться, уйти к другой женщине, которая ради него ничего не сделала. Понимаете? То есть это уже человек, который в этом мире как изгой. Он не нужен никому. И не обязательно, чтобы этот человек был какой-то там пьющий или уродливый. Это зачастую очень красивые люди. Красивые, общительные, интересные люди, начитанные люди, очень интеллигентные люди, юморные. Ты по ним не скажешь, что у него в жизни просто ад кромешный. Абсолютно улыбается, смеется, веселая и все такое. Но жизнь абсолютно бесчеловеческая. И в какой-то момент узнаете, что она там покончила с собой или умерла внезапно. И люди просто, удивляются, как так вообще может быть. Как такое может быть, что человек вроде нормальный, такой интересный, такой веселый, и в какой-то момент она с собой покончила. Не может быть такого. Да, может быть, может вполне. И люди начинают говорить: ну чего ей не хватало? Она была такая умница, красавица, она была такая вся из себя и так далее.
И вот как же, почему, вот почему она так сделала? Потому что жизнь абсолютно пустая. Это люди, которые будут питать всех и вся энергии. Это люди, которых используют все вокруг. Это друзья, подруги, мать, сестра, все. Это люди, которые абсолютно, э, скажем так, живут в пустоте. Знаете, такое выражение «крик в пустоте». Вот они кричат, обратно нету ни помощи, ни подмоги, ни объяснения, ничего нету вообще. Это крик в пустоту. Это крик в никуда. Это абсолютно беспомощность перед судьбой. И все разрушается. То есть в жизни этих людей с самого дня их рождения приходит некая сила и начинает разрушать их жизнь. Эта сила питается их болью, их слезами, их вот этой трясучкой, их вот внутренним вот этим состоянием. Они все время отдают определенную энергию боли, и этой болью питается та сила, которая находится рядом с этим человеком. А для того, чтобы эта сила была всегда сытая, да, она все время должна довести человека, довести до вот этого состояния, до этой трясучки, до этих стрессов, чтобы получать, чтобы отрывать от человека все время эту энергию, этим питаться. И в конце концов приходит момент, когда человек больше сопротивляться не может. И приходит такой момент, когда человек не то, что там хочет смерти или чего-то еще, нет. Этот человек ничего уже в жизни не хочет, ни во что не верит. Этот человек ожесточается, этот человек опустошается полностью. В этом человеке нету просто жизни, ничего. Он не верит ни во что, он ни на что не надеется, он уже все, можно сказать, его выпили. Выпили, уничтожили те силы, которые с рождения, с самого рождения сразу сопровождают этого человека всю его жизнь. И вот эта печать разрушения имеет несколько различных, скажем так, причин. Я уже назвала. Но какие бы причины не были, да, любая из этих причин – это до рождения приобретенная вещь. Это не сделано, это невозможно сделать кому-то специально. Это приобретенная до рождения вещь. Несколько у меня были случаи во время, ну, в моей практике, когда ко мне обращались люди, и я видела одну женщину, которую бабушка продала темной силе. Это мамина мать, которая продала ее нерожденную еще темной силе. Знаете для чего? Для того, чтобы омолодиться за счет нее. Она болела в тот момент, и она сделала определенный ритуал. Омолодилась за счет нерожденного ребенка. То есть она начитала, здравствуйте, Марго, она начитала ну, в общем, над водой, над чем-то еще, и опоила, то есть опоила свою дочку, поскольку матери все доверяют, вот она это сделала, собственно говоря. И за счет нерожденного ребенка она, в общем, выжила, омолодилась. А этот ребенок родился уже проданный, отданный темной силе. Отданный темной силе, и после этого, естественно, что ее жизнь не получалась. У нее было несколько выкидышей, потом родила больного ребенка, потом еще что-нибудь. Такие матери бывают. Я знала одну женщину, она была с Дагестана, я не буду ее называть. Ко мне приходила ее дочка. Приходила ее дочка и в слезах просила помочь, потому что мать ее одного ребенка уже убила. Ну, убила как? Не задушила или что-то еще? Она принесла, значит, как кладбищенскую землю, что-то еще, в общем, насыпала. Она хотела, чтобы ее дочь с зятем развелись. Она насыпала на порог эту кладбищенскую землю. И эта девушка, не зная, переступала каждый раз. В общем, у нее ребенок родился мертвый, мальчик. Ну, мертвый родился, что оплакали, там похоронили. Когда родился второй ребенок, она тайком подслушала разговор женщины, которая, ну, матери, которая
значит, советовалась с одной женщиной и спрашивала, каким образом этого ребенка извести. И та советовала ей, она сказала, мол, искупайся, там, скинь с себя все болезни, а потом в этой воде искупаешь этого ребенка. Искупаешь, помолодишься за счет него, заодно и он умрет, потому что, взяв на себя болезни и энергию, там, черную энергию взрослого человека, маленький ребенок долго не выдержит. И когда она говорит, я это услышала, и еще услышала, что мы сегодня ребенка будем купать, я, говорит, ничего не сказала, я схватила ребенка, убежала домой. Я с матерью не хочу общаться, у меня муж, ну, при чем здесь отсутствие мозгов? Мозги здесь ни при чем, здесь черная душа, здесь человеческая жестокость, тут не мозги, тут бесчеловечность называется. И она жутко боялась говорить мужу об этом, потому что она говорила, что если я мужу расскажу, если он узнает, что нашего первого ребенка убила моя мать, он меня убьет и ее убьет. Вот, я не знаю, что сделать. Если я ему скажу, что услышала такой разговор, он еще хуже со мной поступит. Поэтому она хотела понять, как мне быть. Дорогие люди, я хочу вам сказать, что ну вот с честностью и откровенностью, что после того, как я кое-что сделала этой женщине, через неделю с чем-то ее мать умерла. Ее сейчас нет в живых. И вы поверите, что она мне звонила и благодарила? Потому что она говорит, нас 7 детей, она у каждой из нас то ребенка убивала, то еще что-нибудь. Мы ее все ненавидим и ненавидели. Но вот есть такие недочеловеки. Вот таких женщин рождаются дети с печатью, уже с этой печатью. Они уже рождаются с печатью разрушения. Даже невзирая на то, что она вот так вот делала, поступала со своими детьми, но у этих детей это все осталось, пока эти дети, знаете как, не снимут себя это, не отсекут от своей матери, они не спасутся. К сожалению, родителей никто не выбирает, понимаете? Ну, поэтому люди не знают, они мечутся, они не знают, каким образом это убрать, каким образом спасти себя. Ведь с родителями связь есть в любом случае. А я всегда поэтому и говорю, что отсеките вот этот проклятый род. Вы кровь-то не уберете, генетику в том числе вы продолжите, но вы всегда знаете, что в вашем роду же не только ваши родители были, в вашем роду еще до родителей были дедушки, бабушки, другие, которые, может быть, вполне были хорошие люди. Не всегда нужно себя связывать непосредственно с родителями. Мы не только продолжители наших родителей, мы продолжители наших дедов, прадедов, праотцов, понимаете? Если родители ребенка гнобят, то деды и прадеды сохраняют и всячески защищают. Вы не забывайте об этом, что вы не собственность своих родителей. Вы всего лишь через них рожденные в этот мир. Вам дали жизнь просто через этих людей. Но это не говорит о том, что ваши родители являются вашими, знаете, рабовладельцами, что вы являетесь просто их собственностью и никуда не деться от этих проклятий. Это можно снять. Это можно убрать, и это нужно убирать. С этим жить нельзя, дорогие друзья, потому что вот то, что я вам сказала, передается вашим детям. Потом вы замечаете, что у ваших детей повторяется та же самая судьба. Точно так же с ними, значит, нет, если вы нежеланны, если вы не проклинали этого ребенка, если вы не издевались над этим ребенком, то нет, конечно. Я говорю совершенно о других симптомах. Послушайте, уважаемые, я могу и не то убирать, и не то делать. Понимаете, я не могу сейчас вам перечислять, что я могу, чего я не могу. Мне кажется, глупый вопрос. Вы не считаете? Так вот, дорогие друзья, это потом повторяется в ваших детях. Я пьющих людей не спасаю. Пожалуйста, про пьющих людей не пишите мне сюда. Это бесполезно. Значит, еще раз. Печать разрушения у тех людей, у которых вот те порчи и проклятия, которые я перечислила. Значит, это первое. Печать разрушения обязательно, пожалуйста, обязательно рождается еще с вами, то есть до
рождения вашего эта печать разрушения есть. По-другому называется черная метка. Просто я вам говорю и объясняю те вещи, которые, может быть, вы нигде не найдете. Понимаете, пришло время, когда интернет, когда ресурсы появились, и люди могут себе позволить очень много тайных знаний открыть, увидеть, читать, но не все может... подождите секунду. Но не все вы можете узнать, услышать из средств массовой информации по той причине, что очень многое передается именно в ведьмовских семьях, в родах, понимаете? Это их личные знания, которые только они знают и могут с этим поделиться. Водой крещения можно омолодиться, можно все что угодно с этим делать. Это уже зависит от совести людей, которые там находятся. Итак, дорогие друзья, я надеюсь, что вы поняли, о чем речь и про что я вам говорю. Я просто буду иногда периодически просто рассказывать о разновидностях порч, проклятий, о разновидностях человеческой неустроенности судьбы, о причинах и прочее, прочее. Сегодня мы с вами поговорили о печати разрушения и о черной метке. И вот эта печать разрушения разрушает человека до того момента, пока не добьет. Как определить это, определяет человек, который работает с этим, понимаете? Вы не определите никогда. Это невозможно просто определить. И недостаточно просто определить и сказать, вот у тебя вот так и так. Это можно где-нибудь услышать и повторить. Нужно видеть полностью жизнь человека. Нужно описать жизнь человека. И это должно хотя бы 70% должно совпасть с тем, что у человека действительно происходило и происходит. Только тогда можно сказать, что у человека есть ясновидение, человек может видеть, понимаете? Просто так в воздухе невозможно, вот так в воздухе, как бы вам сказать, эти симптомы называть. Это может и совпадет, но человек должен видеть корень всего этого. А корень я вам перечислила, откуда и каким образом это происходит. Всем удачи и всех благ. На этом пока этот эфир завершается, потому что, как вам сказать, этот вопрос уже исчерпан. Задумайтесь, у кого это есть и насколько это совпадает с тем, что я вам сказала. Всего хорошего.